Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Сегодня у нас самый прекраснейший день. Началась весна, за окном солнце, уже тепло, нету мороза. Это просто крутяк. Это просто крутяк. Ну и что у нас тут на криптовалюте? Давайте-ка мы посмотрим. Сразу обновление, биточек у нас 4%, эфириум 4.1, ну вроде бы как падение остановилось и есть какое-то движение на крипторынке, но не особо такое оно и хорошее, вяленькое, но все равно мы видим то, что Трамп у нас плюс 6%, ХБР плюс 10%. Монетка АВЕ 21%, АДА 17%, биткоин кэш 13%. Все у нас вроде бы по красоте, но не очень таки и хорошо. У нас в пятницу будет заседание Соединенных Штатах по поводу криптовалюты. Они что-то там начнут потявкать и, конечно же, будет сильнейшая волатильность. Кто занимается фьючерсной торговлей, желательно риск money management соблюдать, стопы, ибо просто-напросто побреют. Итак, эта экосистема тон падает. На каких-то новостях в течение часа просто куда-то летит, в прірву какую-то летит, короче говоря. Нужно посмотреть, что там за новости. У кого есть какие-то новости по поводу тона, пишите в комментариях под видео. Итак, давайте-ка мы посмотрим. А может это Рафаэль там двигает экосистему тон своими NFT-хами? Может быть и так. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас по портфелю. На данный момент мы летим в небытие. Если мы посмотрим на 90 дней, то портфель просто-напросто падает. Какие были изменения по портфелю? Были сделаны небольшие покупки. И все. Мы не можем до сих пор никак пробить трендовую линию. Просто беспощадное падение, без каких-либо отскоков. Манипулятор просто-напросто давит криптовалюту, она летит вниз, и ты даже не можешь выйти в ноль. Вообще ты даже не выйдешь в ноль. Если ты будешь что-то усреднять, докупать, то ты не выйдешь в ноль, потому как мы просто-напросто падаем. Без каких-либо отскоков. Без отскоков, просто вот так вот в прірву мы летим и все. Очень, конечно же, негативное состояние, но я думаю, что все это дело изменится, потому как есть некоторые хорошие события на крипторынке. Мы можем их, в принципе, сейчас посмотреть. Итак, друзья, на данный момент без подписки 49% людей смотрят мой контент. Вот, смотрим, 49% смотрят контент без подписки. Что это такое? Нужно здесь немножко поднажать. Вот так, поднажать и исправить ситуацию. Ибо, я не знаю, будем скамить. Все портфели скаманут, рынки скаманут. Давайте-ка подписались. Что по битку? Биточек у нас. Видно, что банальная инсайдерская манипуляция. Человек зашел в лонг с 5 миллионом долларов, здесь забрал 200 лямов, сразу перевернулся в шорт и здесь опять же забрал бабки с рынка. С рынка бабки видно, что увели, потому как капитализация рынка у нас просто похудела. Было в моменте 3200, потом стало 2700, $500 000 фух и убрали. Вот и все. С рынка просто бабки выводят. Такое ощущение, что рынком начали управлять какие-то гопники из 90-х. Полная ахинея творится на рынке. И здесь уже нужно, чтобы регуляция работала. Но она работать не будет, потому как Трамп, который делает Трамп-дамп, он просто-напросто поставил всех своих людей, и сейчас на рынке можно творить что хочешь. Мы вот видим то, что монетка Трамп вышла, высосала ликвидацию, монетка Мелании, вроде бы там она остановилась в диапазоне $1, но она сейчас еще дальше просела, и все просто летит в небытие. Многие говорят, что типа Трамп покупает эфириум, Майкл Селлер там покупает биток. Ну, вы же не думаете, что они покупают это для того, чтобы шортить на маржиналке? Им, чтобы шортить на маржиналке, им нужен инструмент. Вот они и покупают как эфириум на хаях, так и биткоин на хаях. И с этого момента они могут рынок просто погрузить в медвежку. И все. Но мы будем надеяться, что медвежка не наступит. Я думаю, что на данный момент все-таки у нас здесь идет реаккумуляция, вынос лонгистов очередной, и все-таки надеюсь, что в этом цикле биток уйдет выше, чем
20 тысяч долларов. И вот здесь вот где-то в диапазоне там 120-150 у нас будет распределение и будет эйфория до осени 2025 года. Я все-таки на это надеюсь. Потому как если с текущих опускаться на медвежку, это будет просто нелогически. Потому что доминация эфириума, давайте мы посмотрим, эфир, который у нас относительно биткоина рисует аналогичную ситуацию, мы это уже неоднократно с вами разбирали. Возьмем эфириум. Вот у нас эфир здесь обновил уже опять же шлойчик свой. Вот обновил лой. Все лои он здесь снес. И по эфириуму мы пришли где в диапазон цены, смотрите, 11 ноября 2023 года. Год мы росли такими вот двойными вершинами и уже все. Но такое ощущение, что просто медвежка. Просто медвежка. И доминация эфириума, конечно же, нам говорит то, что ну куда, какая медвежка. Давайте посмотрим глобально на доминацию эфириума, смотрите. Ну здесь не может быть никакой медвежки. Доминацию эфириума мы с вами рассматривали. Я, в принципе, предполагал, что в данном блоке у нас будет остановка падения и доминации эфириума. Но здесь видно, что падать еще есть куда. И буквально сегодня мы обновили, опять же, все лои по доминации эфириума. Это у нас глобальный график. Давайте-ка мы посмотрим. Доминация эфириума ходит в нисходящем канале относительно всего крипторынка. И я предполагаю, что мы, наверное, все-таки опустимся в середину этого графика. Это может быть где-то примерно вот так вот 7,5%. И только потом, наверное, все-таки сделают у нас разворот. Не знаю, посмотрим здесь метку. Можно, конечно, сюда накинуть объемы, но это на доминации. Кто-то скажет, объемы, ты это неправильно делаешь. Ну, давайте накинем хотя бы объемы, посмотрим, что здесь творилось. И мы видим по объемам, что в принципе, максимальное количество объема у нас вот есть в этой верхней части. Это, конечно, у нас будет выступать блоком сопротивления. Мы можем, конечно, сюда прийти на пике бычьего рынка. И здесь, если мы посмотрим, мы просто-напросто продавили все вот эти вот объемы. Вот этот вот блок поддержки мы просто, смотрите, 1, 2, 3, 4. За месяц просто прошла капитуляция. Просто прошла капитуляция. Сейчас мы пришли в блок поддержки. Можно его выделить. Это у нас поддержка 2019-2020 года. Ну, здесь, если мы пробиваем уже этот блок, если мы его пробиваем, и ну, мы уйдем ниже, чем 7,3%, то, ну, просто, ну, скам. Ну, самый натуральный скам просто-напросто. Здесь где-то должны мы остановиться. В вот этом вот маленьком блоке мы должны где-то что-то остановиться по падению доминации эфириума. Ибо просто-напросто будет скам. Ну, я думаю, что второй альткоин на крипторынке, ну, разве что может сделать скам. Притом есть спотовый эфириум ETF. Я не знаю, почему так. Почему такая капитуляция идет эфириум, непонятно. Может, выносят всех просто-напросто вперед ногами. Также доминация доллара, вернее доминация стейблкоина USDT нам подсказывает о том, что рынок в принципе достиг своих пиков бычьего рынка, но мы не увидели альт-сезона, и здесь уже идет паника. Люди начинают потихоньку выходить в стейблы. Притом на вот этой манипуляции мы видим то, что здесь сформировался сильнейший ордер-блок. И это ордер-блок разворотный. Это говорит о том, что здесь будет продолжение восходящего движения. Может быть такое, что мы придем в диапазон 6% и дальше начнем опускаться сюда вот вниз. Это было бы неплохо увидеть бы. Потому как без падения доминации стейблкоинов у нас не будет никакого альт-сезона. Люди массово просто-напросто выходят не в альткоины, а в стейблкоины. И все. В стейблкоины они выходят для того, чтобы обезопасить свой капитал. А им альткоины в принципе и не нужны. Вот мы видим такое давление на альткоины. Также мы видим то, что DXY начал потихоньку снижаться. Мы с вами предполагали, что он будет здесь ходить, ну, примерно в таком вот канале. Можно это все дело сейчас чуть-чуть вот так вот подправить, расширить. И действительно DXY у нас ходит в канале. У нас ходит на данный момент в канале DXY. Так вот мы это все дело подправим. Вот. Здесь была небольшая манипуляция. 3
дня тому назад. Ну, может быть такое, что это как раз совпало с манипуляцией на биткоине. И надеюсь, что дальше DXY начнет сюда вниз снижаться. Тут можно, в принципе, почистить немножко график. Я надеюсь, что DXY начнет вниз снижаться, потому как без снижения DXY у нас не будут расти криптовалюты. И первая цель, это, конечно же, 103 пункта. Вот 103 пункта нам нужно сюда вот сходить, потом это все дело пробить и уйти ниже. DXY у нас на данный момент ходит в таком вот восходящем канале. Его можно представить как медвежий канал. Может быть такое, что мы увидим дальше снижение здесь. Без снижения DXY у нас не будет, никак альт-сезона не будет. Потому как просто-напросто люди не будут влаживать в очень высокие рисковые активы. Тут наоборот будут влаживать в доллары. И, конечно же, у нас на данный момент интересный момент. На бирже Bybit есть хороший стейкинг. 15% годовых. Срок, вот, допустим, на 7 дней можно залочить. Кому не хочется скамить свои стейблкоины в альткоинах, можете, в принципе, зайти на биржу Bybit, здесь кинуть в стейкинг 15% годовых, это довольно-таки неплохо. Если закинете, допустим, $1000, через год у вас будет 150 баксов. В принципе, себе такой пассивчик небольшой. Ну, а если вы котлетите где-то 10 тысяч баксов, хотите всунуть какой-то там альткоин, и он падает, то просто-напросто можно, наверное, 10 тысяч долларов засунуть в стейкинг, например, на биржу Bybit, и сидеть себе на пассиве, ничего не делать. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Регистрируйтесь. За регистрацию вам будут бонусы, там $100 за регистрацию. Нужно завести так же само деньги на аккаунт. И можно даже закинуть их в стейкинг. Будет вам, в принципе, и бонусы, и нормальный стейкинг. И, конечно же, то, что у нас очень негативное настроение на рынке, все равно нас немножко успокаивают некоторые метрики, которые говорят о том, что это не пик просто бычьего рынка. Есть у нас вот такая вот метрика Z-Zora, и она говорит о том, что мы просто сюда вот даже не пришли. Вот если бы мы хотя бы пришли в отметочку 6 пунктов, там, допустим, да, уже можно было бы говорить о том, что пик бычьего рынка у нас уже был поставлен. Пока что нету. И именно то, что такая вот быстрое движение вот этих вот скользяшек, вернее не скользяшек, а вот этой вот линии, говорит о том, что здесь уже идет эйфория. Вот у нас тоже эйфория. Вот эйфория. Вот у нас в 2021 году резкий рост. Вот у нас тоже эйфория. И здесь у нас, в принципе, резкого роста не было. Нету это еще эйфории. Давит, конечно же, рынок, но эйфории, в принципе, не было. Также давайте посмотрим монетку Memhash. Вот она вышла буквально недавно. Разочаровала она большинство тапальщиков, блогеров, вижу, разочаровала, потому как они делали огромную ставку на данный проект. Но я думаю, что это банальный скам. Для того, чтобы там что-то намайнить в Memhash, нужно было туда вносить деньги, но это уже попахивало пирамидой. Немножко попахивает мне проектом Steppen, который выходил в 2022 году, только он был на Solana, там кроссовки NFT, можно было бегать в этих кроссовках, это просто NFT приложение, ты ходишь и тебе капали какие-то бонусы, там монетки ты мог сливать по рынку, а потом всех, конечно же, соскамили. Здесь аналогичная ситуация. То, что люди влаживались в данный проект, они даже не отбили свои средства. И здесь даже не видно капитализации, но капитализация здесь вообще маленькая. Тут просто 10 миллионов капитализация. Проект вышел с очень маленькой капитализацией, маленькая ликвидность на данном инструменте. Вот она ассоциируется с такими монетами, как Memki, Dogecoin, Trump. Тут еще у нас появился один Trump. Здесь у нас Shiba Inu есть, а этот Memhash аж находится на 380 пункте. 380 пункт. Просто это просто ни о чем. Вышел такой проект, просто ни о чем. Биржи, где она торгуется, можно его приобрести на BitGet, на Mexi, на KuCoin. Все. Дальше ликвидности, по всей видимости, не хватило у проекта. Они не залистились ни на OKX, там, ни на Bybit, ни на Binance, например. И, по всей видимости, я думаю, что дальше они вообще ничего не будут листиться. Потому как, это просто скам, и соскамили людей. Вот на недельке, смотрите, вот как у нас тут получается все. Давайте мы откроем часовичок, посмотрим на часовичке.
Вот. Даже здесь не было никакой перегретости, не было никакой эйфории, просто сразу вышел проект и слили его. Все. Вот у нас на часе. Здесь какое у нас было движение? Ну, 20% это просто так себе, ни о чем. И сейчас, в принципе, что, где бы ты ни усреднял, в ноль ты не выйдешь. Я считаю, что данный проект покупать не стоит. Притом с очень такой маленькой капитализацией, и падать ему еще будет куда. Давайте, в принципе, здесь ему начертим хотя бы какой-то анализ, и предположим, что данный проект у нас в дальнейшем еще может шлепнуться. Ну, я думаю, что он может открыть еще один 0, а даже и 2 нолика. Вот так вот мы на пятерочку сюда можем легенько сходить. Вот так вот сюда. И здесь будет такой шикарнейший просто резкий пролив. Потому как кто-то откупает, сейчас думает, что здесь будет манипуляция, как на ноткоине. Но я думаю, что здесь манипуляции не будет. Притом на падающем биткоине у нас точно манипуляции не будет. Но если и будет манипуляция, то мы можем уйти в диапазон там 1 цент максимум. Максимум 1 цент. Давайте накинем объемы, посмотрим, что у нас здесь по объемам. Инструмент торгуется пару дней только, вообще мало. И сейчас видно то, что уже вот здесь уже начинает его тарить. Здесь были огромные объемы, кто-то откупил, думали, что дальше нас понесут вверх и дальше вниз. И вот опять огромные объемы. И сейчас будут опять вниз. Просто идет раздача банальная. Я думаю, что это инструмент такой себе. Ну, обычный скам на тоне, как и все инструменты на тоне, в принципе. Тона у меня нету, есть у меня только ноткоин, так как это первая тапалка, мне раздали монетки бесплатно. Ну и там я еще немножко был прикупил, но все равно он показывает просадку на данный момент. В принципе, вот так вот. Рынок, я думаю, что у нас все-таки, наверное, заканчивает свое уже коррекционное движение, ибо если мы думаем о том, что у нас здесь действительно не коррекция, а разворот на медвежку, то сразу вам скажу, что мы увидим с текущих у себя на портфеле, мы увидим, друзья, еще минус 85%. С текущих. Минус 85. Если будет с текущих медвежка. Но я надеюсь на том, что здесь у нас идет на данный момент реаккумуляция биткоина, и дальше будет только to the moon. Ибо без to the moon и роста биткоина мы не увидим никакого альт-сезона. Будем на этом надеяться. Ну, альта так себе. На часе вот вроде бы чуть-чуть что-то здесь у нас уже зазеленело. Также у нас скоро будет 8 марта. Это женский день, очень хороший праздник, хочу наперед вас поздравить, особенно женщины, которые смотрят мой канал. Также буквально у нас будет заседание в пятницу, это будет 7 число, и также у нас скоро будет 20 марта, а это как раз тот самый день, где должна начать падать сильно доминация биткоина. Я думаю, что мы этого всего дождемся, и у нас действительно начнет падать доминация биткоина, и начнут уже, конечно же, преобладать в росте альткоины. Вот. Но может быть такое, что это все не случится весной, а будет это осенью 2025 года. Но если это произойдет осенью, то цикличность на рынке сломается, потому как есть некие закономерности, особенно в доминации биткоина закономерности, и мы, в принципе, уже к ним подходим. У нас вот остались, буквально 2 месяца. Это март, апрель, и май. Пускай 3 месяца, за этот период времени мы должны увидеть какое-то изменение на крипторынке. Если мы его не увидим, то банально скоманули и все, просто-напросто. Скоманули нас полным ходом. Ну что, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо, все наладится. Сегодня мне нужно поехать там в одно замечательное место. Я думаю, тоже все будет хорошо. И все будет хорошо. Потому как на улице очень хорошо, прекрасно светит солнышко. И все у нас будет по красоте. Ну что, вырушаю я, наверное, в дорогу. Всем желаю мирного неба. И все будет хорошо. Всем пока, до связи, мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Если не будете делать подписку мне на канале, то просто-напросто соскамлю весь крипторынок. Всем пока, до связи.